Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». По вашим многочисленным просьбам сегодня приготовим самые воздушные панкейки с бананом и нутеллой. Они получаются невероятно мягкие, высокие, с нежной серединкой и тягучей шоколадной начинкой. Такой завтрак понравится и детям, и взрослым. Покажу все секреты, чтобы панкейки получились даже у новичка. Итак, давайте готовить. Добавляем в емкость теплый кефир. Если он у вас холодный с холодильника, я оставляла при комнатной температуре, то нужно его немножко разогреть. Здесь 450 мл. Добавляю 1/8 ванильного сахара для аромата, 1/8 чайной ложки соли для баланса вкуса. Сюда же добавляю 50 грамм сахара. Это 2 столовые ложки сахара. Сюда же 2 яйца, тоже желательно комнатной температуры. Желтки и белки вместе. Массу смешиваем. Все готовится очень легко и просто. Такие панкейки вы можете готовить с любыми ягодами, с любым наполнением, со сгущенкой вареной. Нам очень нравится с бананами и с нутеллой. Это очень вкусно, обязательно готовьте. Сюда же добавляем 50 мл растопленного сливочного масла, не горячего, либо растительного, 2-3 столовые ложки. И все смешиваем. В конце добавляем 5 грамм соды. Это 1 чайная ложка без верха. И 12 грамм разрыхлителя. И сейчас будем вводить муку. Уже пошла, посмотрите, какая реакция. Масса становится пышная, очень нежная. И сюда добавляем сейчас муку. Мука может отличаться, поэтому всю сразу не добавляем. Обязательно просеиваем. У меня белая мука высшего сорта. Здесь 320 грамм. И вот так венчиком, взбивать не нужно. Просто проходимся по дну. И вот таким вот образом, так, чтобы у нас нигде ни промеса не было. Яйца по объему могут отличаться, поэтому с осторожностью добавляйте. Вот посмотрите, у меня уже масса готова. Больше я добавлять не буду муки. Вот посмотрите, какое у нас тесто получилось. Его тоже долго мешать абсолютно не нужно. Оно должно вот так лениво спускаться с венчика или с лопатки. То есть не жидкое должно быть, но и не должно быть густое. 20 грамм у меня осталось муки. То есть пошло 300 грамм муки. И сейчас дадим отдохнуть нашему тесту. Буквально 10 минут. Накрываем крышкой. А тем временем пока ставим сковороду. А сейчас приготовим сироп, которым будем поливать панкейки. 30 грамм сливочного масла на очень маленький огонь. Сюда же добавляем 60 грамм голубой агавы, сироп голубой агавы. Можно кленовый сироп, можно пахту, можно заменить на мед. Вот у меня масло немножко растопилось, и я уже отключила. Сюда же добавляем мед, 40 грамм. Нам кипятить массу не нужно. На маленький огонь у нас должен получиться глянцевый соус. Нам не нужно его доводить до кипения, а вот так помешиваем. Очень вкусно получается, когда панкейки поливаешь таким соусом. Потом в конце мы добавим немного соли и ванили. Он будет очень-очень ароматный и вкусный. Не кипятим массу. Время от времени помешиваем. Масса немножко начнет загустевать. Первый признак, что она готова, она станет глянцевой. Такой соус подают в Нью-Йорке в ресторане к панкейкам, очень знаменитым. И такая подача очень стоит дорого. А вы можете ресторанный вариант для себя приготовить дома, порадовать своих любимых. Уже вы видите, соус потихонечку меняет цвет. Это и вкусно, и очень красиво будет. Итак, прогреваем 30-40 секунд, не дольше. Не дадим массе закипеть. Вот такая красивая масса у нас получилась. Прошло 40 секунд. Посмотрите, какая красивая, янтарная. И теперь спелый банан нарезаем на небольшие тоненькие слайсы. Он должен быть очень ароматный. Тогда у вас все получится так, как надо. Можете цедру апельсина, либо лимона добавить. Если любите
когда корицу добавляют, тоже очень хорошее сочетание с корицей. Но такие панкейки можно посыпать сверху корицей после приготовления и полить сиропом, и потом уже посыпать корицей. Итак, у нас готово. И идем жарить. 10 минут прошли. Я беру половник, которым буду наливать. И посмотрите, какое тесто у нас должно быть. Лениво, вот так стекает с половника, либо с лопатки. Тесто готово. Как я и говорила, в конце немножко добавляем соли, щепотку для более глубокого вкуса. И я добавляю ванильный сахар. Соус еще горячий. И вот сейчас все ароматы раскрываются. Настоящие нью-йоркские панкейки я еще буду с вами готовить. Они очень пышные получаются, которые подают именно в ресторане на Манхэттене. Подписывайтесь, мои дорогие. Впереди еще много вкусного и интересного. Все, соус готов. Вот так. Он уже такой аппетитный. Вот такой должен быть огонь, чуть ниже среднего. Ставим сковороду. У меня сковорода 20 сантиметров в диаметре. Она с антипригарным покрытием. Берите толстостенную посуду. И сейчас нам надо, чтобы панкейки получились где-то 12 сантиметров в диаметре. Немножко выкладываем тесто. 2 ложечками нутеллу. И поверх вот так выкладываем тоненькие слайсы банана. Много не нужно. Достаточно 4-5. Почему огонь маленький? Чтобы они у вас успевали пропечься. Вот так немножко тестом закрываем. Сейчас они снизу припекутся. И уже потом можно будет их поворачивать. Лопаткой подправляем. Резким движением. И вот так вот тесто подгоняем к панкейку. Все прекрасно пропекается. Он потихонечку надувается. Очень становится красивый. Посмотрите, какой он пропекся прекрасно. И выкладываем его на тарелочку. И теперь следующий. Вот даже тесто можно пожиже сделать. Вот так удобной лопаткой тоненькой накрываем, чтобы шоколад не горел. И даем немножко пропечься. Резким движением. Вот так. И вот так сразу подбираем тесто, чтобы он у вас не распластался. И он потихонечку будет сейчас надуваться. Вот так помогаем, сразу определяем границы панкейка. Я вообще люблю, когда они красивой, округлой формы. Но когда с начинкой, конечно, этого добиться весьма и весьма сложно. Хотя самое главное – это вкус. То, что они будут очень вкусные, это я вам гарантирую. Пекутся очень быстро. Лопатку берите широкую, чтобы вам удобно было сразу захватить все основание панкейка. И вот так лопаткой помогаю. Уже внутри оно все пропеклось. Вот когда уже вы видите, что вот серединка у вас поднимается, она такая красивая становится, как полусфера, уже ваш панкейк готов. Подсказок очень много. Видите, основание тоже уже отлипает. Смотрите, показывает, что я уже готова. Из этого теста получается где-то 7 панкейков по 12-13 сантиметров. Ну, у меня чуть побольше они получились. Если вы делаете меньше, я не люблю делать маленькие, потому что они бывают суховаты. Я люблю, когда панкейк большой, увесистый. Итак, дорогие друзья, наши панкейки готовы. Вы даже не представляете, как это вкусно. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Спасибо, что готовите со мной. Если вам понравился этот рецепт, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Напишите в комментариях, какую начинку любите больше всего вы.
нутеллу, карамель, фисташковую пасту или ягоды. Я думаю, это будет следующая идея для нового видео. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока.